батюшки дорогие, бояре молодые, подходите, мы вам рады, добрыми хозяевами, вот хозяин статный бравый, царь батюшка дорог, доброе счастья вам желаю, гостюшки дорогие. Добро пожаловать в Гороховецкую сказку! Раз ты приехала ко мне в гости, подруга, покажу тебе все самое интересное и красивое. Буду твоим гидом. Я за. А царь-то настоящий был? Конечно, это царь Горох, самый добрый и гостеприимный. Здесь, в Доме народного творчества и ремесел, тебе обо всех старинных традициях расскажут, как наши предки жили. Как здесь здорово! И печка изразцовая. Да, говорят, она желания исполняет. А дом старинный. В самом начале 20 века он был построен для большой семьи Ивана Шорина, основателя и владельца судостроительного завода, крупнейшего в Гороховце. Снаружи на сказочный терем похож. А какие необычные окна и башенки! Дом этот местные мастера-плотники украшали. Их якушами называли. Посмотри, башня из гнутых бревен. Вот где мастерство. Интересно, а еще такие резные дома в Гороховце есть? Да, еще несколько сохранилось. Мы ими очень гордимся. Это вот особняк Федора Пришлицова, бывшего председателя земской управы. Местные называют его «домом с русалками». Да? А почему? Посмотри, он украшен сказочной резьбой. Кстати, здесь не только русалки есть. Тут и диковинные птицы, и львы-собаки. И в начале 20 века в моде было русское народное творчество. Вот и оформили дом в таком стиле. Я бы с удовольствием в таком доме пожила. А это дом Морозовых. Он тоже украшен резьбой. Каждая башенка на крыше покрыта деревянными чешуйками. Сейчас в этом доме музей технической мысли. В нем можно узнать о знаменитых гороховецких мастерах-котельщиках. А этот красивый дом чей? Это дом Кучина, а в нем как раз можно пожить. Здесь сделали небольшой мотель. О, а такие надписи я коллекционирую. Видишь, у нас в Гороховце она украшена резными кружевами, как на деревянных домах. Здесь можно погулять. А я пока расскажу тебе наши гороховецкие легенды. И они ведь совсем не связаны с царем Горохом. Значит, Гороховец не в честь гороха назвали? Нет, конечно. Еще в XII веке князь Андрей Боголюбский основал пограничную крепость на востоке княжества, на холмистом берегу Клязьмы, на горах. Впервые в летописи она упоминается в XIII веке как град Пресвятой Богородицы Гороховец. А вон на той, самой высокой горе, где сейчас строится Никольский монастырь, как раз и началась история Гороховца. А почему все же Гороховец? Ну, например, есть легенда, что во времена монгольских набегов местные жители прятались от врагов под горой. В старину говорили не прятаться, а ховаться. Вот и получилось в итоге Гороховец. Вот это да! Кстати, у нас много легенд, связанных с необычным холмистым рельефом. Например, у нас есть одна гора, называется Лысая. Странное место. Обычно в сказках на Лысой горе ведьмы бывают. Ну да, это загадочное место. На Лысой горе почти ничего не растет. С нее открывается фантастический вид на реку Клязьму. Здесь так красиво и свободно. Кажется, что вот-вот взлетишь. А что за легенда-то? Говорят, что в XVI веке под Гороховцом погиб татарский хан. Его войско совершало набеги на эти земли, но потерпело поражение. Хана похоронили на берегу Клязьмы. Каждый воин принес на его могилу горсть земли, и получился курган.
но на нем спустя века так ничего и не выросло. Слушай, а почему же тогда на гербе города горох? Герб появился в XVIII веке. Видимо, идея с горохом пришла геральдистам от названия города. Вот вместо горы на гербе и разместили гороховые стебли. Подожди, давай еще насладимся удивительной панорамой. Нигде такой не видела. Да, самые красивые храмы и монастыри строились еще в конце XVII века. Представляешь, на средства богатых гороховецких купцов. Я уже говорила, что Троицкий Никольский монастырь расположен в самой древней части города. Главный собор был возведен на средства купца Семена Ершова. На первом этаже была зимняя Никольская церковь, а на втором – Троицкая для летних служб. А вот это церковь Иоанна Лествичника, построена уже на пожертвование купца Ивана Ширяева. Здесь такое нарядное крыльцо, как будто и не храм вовсе, а богатый дом. А что это на том берегу за лесом? Монастырь какой-то? Это Знаменский женский монастырь. Именно там появились первые каменные строения Гороховца – Знаменская церковь с колокольней. Угадай, кто был ее спонсором? Купцы? Точно! Ладно, давай вернемся в центр города. А вот и Сретенский женский монастырь. Наверняка в его строительстве тоже купцы поучаствовали. Конечно! Сначала монастырь был деревянным, а в конце 17 века началось каменное строительство. Возвели колокольню и главный Сретенский собор. Вклад сделал опять Семен Ершов. Я тебе еще расскажу о нем. Какой же нарядный этот храм! Окна в резных каменных наличниках. Кстати, особенность собора, что наличники с каждой стороны разные. Посмотри, как играет цветная глазурованная черепица куполов в лучах солнца. Вот уж что и поражает своим блеском, так это купола Благовещенского собора. Вот он, через площадь перейти. Его, кстати, совсем недавно отреставрировали, но построили собор в 1700 году на средства того же Семена Ершова. Громадный, даже подавляет немного. А вообще я заметила, Гороховец – город очень домашний. В нем уютно и много удивительных домов. Не только резных, но и каменных. Они, кстати, появились еще в конце 17 века. Это купеческие жилые палаты. Вот это дом Ширяевых. Смотри, он прямо к Сретенскому монастырю примыкает. Богатые, наверное, были купцы. И дом шикарный. Слушай, давай выйдем на набережную погуляем. Тут так красиво. Это дом Канонниковых. Построили его на рубеже 17-18 веков. И все время дом принадлежал этой купеческой династии. А вот дом Опарина. Почти вплотную к нему купец Семен Ершов начал возводить тот самый Благовещенский собор. Рядом с собором дом Опарина смотрелся маленьким. По легенде, Опарины обиделись и перенесли парадное крыльцо. Оно стало обращено к реке и как будто отворачивается от собора. Сколько же ты всего знаешь? Подожди, еще главного не показала. Посмотри, какие мощные дубовые ворота. Это дом Ершова-Сапожникова, и он мой самый любимый. Потому что здесь Гороховецкий историко-архитектурный музей. Наверное, тут можно легко представить, как жили купцы и их семьи. Семен Ершов был самым богатым купцом в Гороховце в конце 17 века, членом гостиной сотни, и дом был под стать. Вот как выглядела комната хозяина.
А вот комната хозяйки дома, соседняя. Заметь, женщина не могла без разрешения пройти на мужнину половину. Кстати, есть легенда, что при строительстве дома оборудовали подземный ход. При опасности Семен Ершов хватал самое ценное, спускался по узкой лестнице в подклет. Там и начинался потайной подземный ход. Говорят, он выводил из города. Как здесь холодно в этом подклете! Так ведь в нем хранили не только домашнюю утварь, но и продукты. Теперь понимаю, почему Гороховец называют столицей каменных палат. Конечно, здесь 7 из 20 сохранившихся в России купеческих домов 17 века. Вот это история! Хотела бы и я научиться что-нибудь такое делать, чтобы на века прославиться. О, тогда я знаю, с кем тебе обязательно нужно познакомиться. С нашими гороховецкими мастерами. Они сохраняют традиции и создают своими руками настоящие чудеса. Ух ты, как в сказку попала! Да, это дом мастеров гороховецких. Посмотри, чего здесь только нет. Это вот Любовь Ляхова за работой. Она умеет плести кружева на коклюшках и вышивает вот такую красоту. Ничего себе! Ой, а какие куколки! Этих кукол делает Галина Шаталова. Талант к рукоделию она от мамы и бабушки переняла. Шьет Галина и одежду, но больше всего любит кукол. Так все тонко сделано, до мельчайших деталей. Авторские куклы. Ух ты, а вот еще куклы, но они не из ткани. А из чего? Из глины. Не может быть. А вот и мастер Ольга Гурова. Она освоила технику изготовления народной куклы и ее росписи. Например, есть коллекция кукол в народных костюмах разных регионов России. Вот, кстати, куколка из Владимирской губернии. Как красиво! А что за деревянные игрушки тут делали? Это один из символов Гороховца – плотницкая игрушка. В старину для детишек такие фигурки якуши рубили топором из остатков дерева, а потом расписывали. А технологию сумели возродить? Да. Это Алексей Климович, настоящий мастер гороховецкой игрушки и хранитель технологии. Сам игрушку научился рубить и всю семью вовлек в это дело. А вот Наталья Бутова. Она расписывает деревянные игрушки. Мы с тобой тоже сейчас мастеру поможем. А это сложнее, чем кажется. Будет у меня теперь конь-огонь. Вот так и передается ремесло. Нужно терпение и труд, а еще любовь к своему делу. Ух, Гороховец и сам как игрушка. Взять бы его, спрятать в шкатулку и увезти с собой. Лучше приезжай еще.
Мы здесь всегда гостям рады.